Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам об очередном шедевре китайского ножестроения от компании CH. О ноже, который, на мой взгляд, является одним из лидеров китайского ножестроения. И поверьте мне, как человеку, действительно разбирающемуся в этом, это не пустые слова. А поговорим мы сегодня о ноже CH3504. Вы скажете: Виталь, а вообще какого хрена? Это же совершенно не новая модель и как бы... вроде не очень актуально. И вы будете совершенно правы. Я вам скажу больше. Я даже как-то делал обзор на этот нож, и он валяется где-то в аналах канала. А все дело в том, что этой модели буквально на днях исполняется 2 года с момента ее выпуска. И вот этот обзор я решил приурочить к этой дате. А позже я скажу вам почему. Этот нож, вот именно вот этот, первый раз в руках появился у меня года 1,5 назад. Тогда, записывая свой обзор, я сказал очень много лестных слов о нем. Но после этого этот нож поехал моему другу и товарищу Святославу Егорову и прочно закрепился в его ножевой коллекции. И вот прошло 1,5 года, и он снова оказался у меня в руках. Вы спросите, почему? Все очень просто. За эти 1,5 года ножевая промышленность Китая шагнула очень далеко вперед. И мне стало интересно, а так ли хорош этот нож и на сегодняшний день, в условиях очень жесткой конкуренции и непрерывно растущего качества китайского производства? Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Это мощный, уверенный в себе складной нож. Его открытие с помощью флиппера сопровождается бескомпромиссным щелчком, который сразу дает понять, что это нифига не джентльменский нож. И уж тем более не какая-то женская игрушка. Рукоять, клипса и бэкспейсер из титана. Замок, дорогой моему сердцу фрейм-лок. Конечно же, как на любом грамотно сделанном титановом фрейме, установлен сухарик. На рукояти присутствует темлячное отверстие. Однако необходимости в темляке нет, так как нож отлично сидит на кармане и очень удобно извлекается из него. Рукоять собрана на обычных торксах, и несмотря на вот такой дизайнерский осевой, он легко регулируется при необходимости. А необходимости, друзья мои, нет, так как на ноже установлены подшипниковые шайбы, и даже при максимально зажатом осевом винте клин летает просто как сумасшедший. Ну и конечно же нет ни малейшего намека на люфт, ни вертикальный, ни поперечный, ни горизонтальный, ни какой-либо еще вы там могли себе придумать. Клинок ножа это мощный 4,5 мм клин со спусками, почти от обуха. И мне особо импонирует то, что нож как является отличным резаком, так и великолепным работягой с легким намеком в сторону ломовитости. То есть это такой хороший нож-универсал. Касаемо стали, вот конкретно на этом ноже стоит 9 хром 18 молибден. И такая сталь ставилась на первой партии этих ножей. Сейчас на более поздних партиях ставится, друзья мои, ни много ни мало, а порошок S35VN. И это по-настоящему круто. Ну и конечно же, не последнюю роль в этом ноже играет его дизайн. Что вот говорить, вы сами все видите, сплошная брутальщина. И обычно вот подобные вещи на рынке можно встретить очень и очень редко. То есть обычно производители выпускают модель в классическом исполнении, а уже потом она кастомизируется различными мастерами. А тут вот вам, пожалуйста, обычная серийка, а выглядит так, что как будто над ней уже поколдовал какой-то матерый кастомайзер. И да, кстати, ножи есть не только в таком цвете, но есть еще и в черном, и даже в желтеньком. Отдельно хочется отметить эргономику ножа. В руке он сидит как влитой, а вы знаете, я много внимания уделяю этому фактору. И вообще, к посадке ножа в руке я весьма и весьма критичен. Важную роль во всей этой истории играет как бы загнутый вниз плавник флиппера. Нож цепляется за указательный палец и удерживается в руке даже частично открытой ладонью. Также отмечу насечку на обухе, которая хоть и выглядит весьма грубо, но при этом не создает болевых ощущений на подушечке указательного пальца. Кстати, сразу кину очередной камень в огород крысы. Ее насечка это просто ад какой-то. Палец начинает болеть уже через пару секунд крепкого удержания. Настало время подвести итог. Этот нож своим появлением 2 года назад произвел фурор на рынке. И он все так же, как и раньше, остается на вершине пьедестала китайского ножестроения. Это потрясающе сделанный и собранный фолдер с классным дизайном и великолепными рабочими характеристиками. Скажу больше, я с уверенностью готов поставить этот нож на одну ступень рядом со своими любимыми Spyderco Military и Spyderco Sleaze Bowie. И смело включить его в свой топ самых любимых складежков. Если вы задумались о покупке этого ножа, то я однозначно готов рекомендовать вам его. И более того, я скажу вам, надо поторопиться. Так как недавно я разговаривал с владельцем компании CH, и он сказал мне, что на рынке этих ножей осталось совсем немного. Более того, к годовщине этой модели он обещал, что выпустит лимитку, ограниченную партию в размере 100 штук. И вот один из этих ножей должен приехать ко мне. Так что, ребята, конечно же, сразу же запилю обзорчик для вас. Ну что ж, все ссылки на крутяцкий нож CH3504 я оставлю под видео. А с вас за это подписка на канал и лайк. Ну а на этом все. Всем пока и до встречи в сети.